Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Саакаст и Петруха, и добро пожаловать на канал CryptoGamers. Нашли интересный проект и решили записать по нему видео, это PokeLand. И Петруха, здорово. Кирилл, привет, зрители, привет, подписываемся, ставим лайки. Да, интересный будущий проект на Binance Smart Chain. Какая-то, можно так грубо назвать, смесь Dragonari и Axie, да. Много чего расписано. Вроде что-то начинает уже работать. Есть токен, есть стейкинг. И приближается, скоро будут NFT-шечки. Будем, давайте внимательно смотреть, разбираться с вами. Так, давайте сначала ролик, наверное, посмотрим. Так, я, правда, весь не буду показывать. Так, вкратце, грубо говоря. То есть у них есть не слишком крутой видеоролик, но хотя бы что-то, да. То есть показано здесь основные элементы, которые имеются в игре. Вот так это все отображается. Такая слишком мультяжная. То есть, не знаю, по мне, конечно, ролик не самый топовый, но он хотя бы есть, да. Да. Единственный минус то, что тут не показана боевка. Это минус. То есть просто показано визуально, какие классы будут в игре. Тут про каждый вот что-то так. То есть сейчас показывают это типа плант, растение, то есть вот элемент. Ну и также там можно увидеть, вот, допустим, вот Dark. Но об этом чуть позже сейчас все покажем. Просто, Да. не знаю, кому интересно, можете посмотреть, потому что, чтобы авторские права не нарушать, естественно, full ролик не буду показывать, иначе возможны проблемы. Да, ну можно единственное сказать, что это такая 2D аппликационная анимация, да. То есть это либо их стиль, либо у них такой упрощенный вариант. Посмотрим, что будет дальше. Вот. Наверное, может, команду видим, да, ее. Это, как всегда, видим знакомые нам вьетнамцы, скорее всего. Это их стиль так, да, не оригинальные фотки выставлять, а такой через маску обработанные их лица. Штат большой у них. То есть видно. Да. Видим, да, есть советники, да, это вот кофаундер BSK News, это Binance Smart Chain News, там у нее есть платформа, сайт, и Telegram, и Twitter, они там постят. И есть вот внизу фонды, кто в них зашел или с кем у них стратегические партнерства. Мы потыркали, посмотрели, некоторые непонятные какие-то, но есть парочку, вот Panda Capital мы посмотрели, достаточно серьезные, и вот X Ventures или 96 Ventures, непонятно, что это у них за значок такой. На этой же строчке справа самая, да, вот. Они тоже светятся. Ну, то есть, может, кто-то знает, напишите в комментариях, если у кого-то вы здесь узнали достаточно серьезных инвесторов. Вот, что можно сказать. Пока у них есть очень классная белая бумага, где супер хорошо все расписано. То есть, теоретическая база готова, да, то есть, все, в принципе, интересно, и все пытались включить, все достаточно интересные рабочие механики, да. Смогут ли они это реализовать и как быстро, это уже другой вопрос, да. Но пока читаем бумагу, мы нашли там, что там будут и турниры со ставками. Да, сейчас я буду так немножко прокручивать, да, и самые интересные моменты, ну, можно почитать, то есть бумага прям, видите сами, да, она очень большая, очень много расписана. Здесь рассказывают игру, историю, Play to Earn, потом что? Poke NFT. Показано, что интересно, это какие классы будут, 5 элементов, это Dark, Light, Fire, Water и воздух, то есть, ну, это как, наверное, в Step Hero, да, ну, как и везде, то есть, вот 5 элементов, 4 класса, то есть, есть Tanker, Mage, лучник и саппорт. Дальше показано, что за что отличает. То есть агила там это стандартно скорость, армор. Дальше МП реген. Показано, какие будут 4 скилла: пассивка, активка, ультимейт и так далее. Плюс показаны классы, которые будут классов много. Здесь больше, чем стандартные, к слову. И что интересно, здесь 8 частей тела. В аксях их 6. То есть тут больше на целых 2. Не знаю, хорошо это будет или плохо. Также 3 формы есть пока. Это получается маленький, большой и здоровый, я так понимаю. Это как в Драгонаре, когда у нас маленький дракон, потом мы 20 уровней берем, точнее не 20, тут 30 уровней, да, получается. Первый 29, это вот бэби форма, потом с 30-го он становится чуть побольше, и на 70-м он становится как бы в последней своей стадии прокачки, как в покемонах, вот это там эволюция, как они называют это. Тебе надо будет его надо будет, чтобы перейти с одной формы в другую, тебе надо будет его Вот, как-то система, эволюционировать, да, и за это будет тратиться, скорее всего, какой-то токен или что-то такое. Ну, да, вот там снизу написано. это как в Драгонаре. Вот кто играл, друзья, вот система вот поэтому похожа. То есть, может быть, даже и сами вот эти пока так как-то похожи, как драконы и акси, и непонятно
поймешь. То есть, Да. ну, это уже рабочая система, но она такая долгая. То есть, это долго там выкачивать. Ну, не знаю, посмотрим. Также вот 10% бонусов будет переходить статов при апгрейде. То же самое. То есть, двух скрещиваем. И когда получается у нас, когда мы его апаем, он получает статы вот эти бонусные. Тоже это Да, мы всё есть шанс, видели. что он не апгрейднется, кстати, там тоже такой немножко рандома. Мгм. Фейлеры, то есть там было написано где-то чуть-чуть выше еще, по-моему, подними. Да, вот. Ну, короче, посмотрите, там где-то есть. Где-то, короче, где-то мы видели, да. Так, ну, как бы, не знаю, хорошо-плохо, то есть на дистанцию видим. Ну, вот показаны статы, показаны вот основные тут, что дает, там, Агила. То есть, ну, это все хотя бы уже понятно примерно, что будет давать статы. Есть система брида, как в Аксях, только тут не 7 бридов, а 5, вот показана цена и так далее. Что еще интересное мы видели? Ну, сражение PvP, PvE, расписано что да как. Система ранков будет, что, естественно, тоже в плюс, если играть на какой-то киберспорт, матчмейкинг вот показано, турнаменты. Еще можно будет делать ставки, ну, то есть можно будет делать матчмейкинг со ставками, то есть вы заходите, ставите там какой-то токен или шмотки, там еще будут шмотки, и тот, кто выиграл, тот забирает. Ну, вот. Это такое полуказино, можно сказать. Ну, не знаю, игровое, да, поэтому почему нет. Ну, да. Дальше показаны эвенты, недельные, месячные и какие-то турнирного плана здесь. Ну, это круто, если это будет, да, почему нет. Чем больше в игре будет всяких функций, дальше стейкинг, фарминг есть аренда. Вот что мы обратили внимание, то что много всего сразу везде, как бы, да, в белой бумаге. Понятное дело, что это будет добавляться постепенно, если они на это все замахиваются, и это в действительности будет все работать, то проект выглядит перспективным, как минимум. То есть Binance Smart Chain здесь вот. По токенам, да, можно сказать, что основная валюта у них это POCO, второстепенная валюта это будет токен POCO Love Potion, знакомое название, да. Вот, тут вот экономика у них расписана, приватные селы, там, инвесторам, там, разработчикам, стратегический раунд, то есть вроде поделили. Посмотрим, конечно, что будет. Да. Кто в этом больше разбирается, изучайте эту экономику. Вот, да, вот он токен этот. Да. Вот. Единственное, что они ERC20 пишут стандарт, но это мы знаем, что на Binance Smart Chain там вроде они это BEP называют. BERC, да? Или также называют так. Да. Есть roadmap небольшой. Сейчас вот мы уже потихоньку переходим к Q4 2021, да, это вот они в ближайшее время будет NFT появляться, листинг на центральных биржах, говорят, и NFT Marketplace свой. Ну и сама, да, и игра. Вот, то есть тут расписана команда, что у них вот можно погуглить их, кто там что. Да, кто что. Так, что еще интересно, что сразу перейдем, что интересно, да, то есть мы так, в принципе, рассказали. Сами уже смотрите про проект, если более хотите, да, там детально поизучать, потому что каждый должен сам понимать, что, как и зачем. Нас смущают тут некоторые моменты, да, именно то, что они говорят, то, что все потом будет вырастать в цене именно там в 2-3 раза. То есть, ну, как минимум, интересно, да, то, что они как бы прогнозируют, и это странно. То есть, это как бы они говорят, купи сейчас, и минимум в 2-3 раза ты уже заработаешь. То есть, это отталкивает, больше напоминает скам какой-то именно в этом понимании, потому что в скаме обычно так и сделано. Купи, через там неделю это будет X3, то есть 100%, то есть заработаем все. Но обычно так это как бы плохо. Что еще нас немножко смущает, это то, что очень сильно идет закос под Axie. Может быть это и плюс, может быть это минус, но именно все вот выглядит визуально. Там где-то даже мы смотрели именно, там где-то какой-то была картинка с игры, она прям как, ну, меню как в Аксях, то же самое, только с элементами вот этих пока. Да, перерисовали инвентарь и там UI, да, этот user интерфейс, прям один в один с Axie и стилистика, то есть это как бы, грубо говоря, тоже. Дай задание одному художнику сделать так же, только со своим стилем, и он тебе это за 3 часа перерисует. Да, ну стиль, как бы, я бы не сказал, что это прям, ну, что-то супер прям крутое. То есть, если кто-то говорил, что в Аксях графика такая, да, здесь как бы, ну,
еще хуже, скажем так. Но единственное, что может быть, да, это все 2D пока. У них тут, видите, команда сначала есть у них 2D художники, есть 3D дизайнеры. Возможно, они выходят в 2D качество, а потом у них в перспективах может быть перерисовка в 3D, и тогда уже будет визуально это все в другом плане. Если они хотят сделать так, то это круто, потому что, ну, понимают, что зачем замахиваться сразу, да, на более сложную стилистику, когда можно упростить, сделать рабочий проект, ну, не знаю. Дальше что-то про стейкинг, да, наверное, давай к тебе перейдем, посмотрим. Да, давай перейдем ко мне на экран, я покажу, расскажу. Вот. Сейчас, подожди секунду. Так, все. Так, вот переходим ко мне на экран и смотрим здесь. Мы купили немножко токенов, их Poco, и попробовали вот сюда их застейкать. То есть мы видим, вот мы 2892 Poco токена мы прикупили несколько дней назад. И вот мы стейкаем его и получаем здесь награду Poco X, да, так называемый. Есть один пул, где вы напрямик стейкаете X1, есть X2, это Poco BUSD LP-шка, и Poco BNB-шка, это LP. Но LP-шки очень аккуратно здесь, это любое изменение сильное в цене одного токена из этой пары или обоих, то вы можете очень сильно потерять свои активы. Поэтому мы не любим их. Ну, смотрите сами. Что это такое, да? То есть вот здесь, если нажать, мы видим, что если мы стейкаем 1000 Poco, то в каждый день нам будет капать 3,27 вот этого Poco X, да? То есть если мы будем целый год там или там, я не знаю, 30 дней стейкать, с 1000 мы получим 100. В чем фишка? Надо иметь, там есть формулы, они опубликовали вот здесь. Вот по этой формуле мы видим, что цена одного NFT-шки минта будет где-то $125 стоить. Вот хитрая формула, что-то там туды-сюды, и у них вот здесь есть пример. Допустим, вот наш третий пул. Здесь у них ошибка, здесь должна быть точка, а не запятая. Вот, то есть застейкая 1000 токенов, получая столько-то награды, 180 дней и туды-сюды, вы всего наберетесь 4000 токенов, да. И потом делят они на 1000, то есть приводят это к такому, можно сказать, знаменателю, и у вас получается 4,4 NFT-шки вы сможете заминтить. То есть примерно есть формула, по какой можно понять, сколько вы хотите NFT-шек. Это, как понимаю, будет Genesis Mint. Да? Genesis Mint это можно сравнить с паками из Драгонари, либо это будут сравнить с оригиналами и мификами из Аксей, да. Что и когда будет, вот вышла 22 часа назад статья Poco бридинг механизм, они рассказывают, как здесь что будет бридить, но нам пока это не так сильно интересно, потому что еще самих NFT-шек, да, нет, то есть они говорят, что она будет докачаться до 100 уровня, двоих скрестить, добавить там токенов, там, подождать 3 дня, еще подождать 6 дней. Короче, какая-то сложная система. Будет разный эффект генерации. Но вот тут снизу они приписали, что тот, кто хочет поспешить, да, и не хочет это долго выводить, как в Драгонаре, эпических драконов, типа того, вот у того и появляется шанс, минтинг пул, да, это вот этот Genesis пул, он 7 октября стартует, как мы видим, это уже буквально через 2 недели, и 10 октября будет NFT Marketplace. И вот в этом минтинг пуле, благодаря нашим застейканным Poco, имея наши вот эти Poco X, мы сможем каких-то там NFT-шек оттуда получить, если они все это сделают, да, то есть такая их задумка, в принципе, интересно, то есть мы очень сложили токены, добавляем ликвидку в дефи, да, чтобы были обмены, все это ходило, и за счет этого нас вознаграждают дополнительными токенами, возможно, дающими нам право забрать NFT-шки. В принципе, в Step Hero мы сейчас тоже стейкаем и забираем NFT-шки с их программы, да. Это, можно так сказать, программа лояльности, да, тот, кто получил токены. Картинка, да. как в Аксях, вот реально, да, друзья? О, да. Видите, сами арена, квест, энергия, там все. Да, ладдер то же самое. Ну, не знаю, то есть поизучайте проект, мы зашли, посмотрим, что из этого будет. Проект, как вы видите, на раннем доступе еще, поэтому многое не ясно. Ни про заработки, ни про сколько нужно будет вложить и так далее. Потому что сейчас все пока еще в такой стадии, когда только изучаем. Ну, белая бумага подкупает, больно хорошо она сделанная, потому что мы смотрели очень много проектов, которые новых. Там, на самом деле, конечно, все не так радужно выглядит, и это сразу отпугивает.
Но здесь Мгм. по-другому ситуация, поэтому напишите в комментариях, что думаете про этот проект. Будете залетать, не будете. Не знаю, Петруха, есть что добавить? Да, хотелось бы узнать у вас, как вам звук, видео, картинка, потому что сменили аппаратуру, заново перенастроили. Дайте, пожалуйста, тоже фидбэк, все ли нормально. И обязательно не забываем, что это супер рискованные какие-то штуки, супер ранние, никакой не финансовый совет, да. Если хотите там заменить эти NFT-шку, считайте, кладите только то, что вы можете потерять, не рассчитывайте, что вы с этого проекта иксанете X10 или что-то такого плана, и остаемся с резвой головой, подписываемся, пишем комментарии и ставим лайки. Всем пока. Да, друзья, всем пока-пока.